Дорогие друзья, всех приветствую. Немножко времени появилось, пока заряжается водный мотоцикл. Очень хочется покататься, хорошая погода, теплая водичка. И вот мы решили пообщаться чуть-чуть с вами. Приехали друзья. Вот Владимир будет задавать вопросы, которые его интересуют. Возможно, еще что-то. Так что всем добра и приятного просмотра. Саш, первый поединок в Польше, сразу за чемпионский титул. Все ждали нокаут, и это, кстати, первый бой, который ты не закончил досрочно. Почему? Уровень оппозиции значительно выше начал. Вообще, оппозиция по боксу как бы лучше стала, да? И чемпионский пояс крайне аккуратно как бы вел себя в поединке. Знаешь, осторожно, чересчур осторожно, наверное, ну как бы... Ты осторожней. Ну да, у меня задача была не то, что нокаутировать, у меня была задача выигрывать каждый раунд. Задача была выиграть, не нокаутировать, а выиграть, отбоксировать. Я знаю, что ты всегда отзываешься очень правильно о своих соперниках, даже те, которые там тебе хамили, мы про них еще будем говорить. Но если сравнивать предыдущих твоих соперников, для начала с Гловацки, можно сказать, обидно, конечно, слово, что это были мешки. До Гловацкого? Да, поединки в Украине, один поединок в Германии. Ну, обзывать людей как бы не очень хорошо. Ну, а что тут скрывать? Ну, таксисты, можно сказать, которые довозят тебя до определенного места. А посмотрите, ну, то есть практически у всех, кого ведут, вот так происходит. То есть. Но исключение, по-моему, в мире вообще только одно. Василий Ломаченко. Удивила публика в Польше? То, что они болели против меня? То, как они болели против тебя? Да нет, вообще ни капельки не удивило. Я помню момент такой, когда наши ребята начали, ну, меня поддерживать и кричали «Усик, Усик, Усик», эти начали зафукивать. Потом ребята просто начали кричать «Саша, Саша». Ну и поляки как бы думают, ну Саша и Саша, ну и все, но они не зафукивали. Почти перед каждым поединком Виталий Владимирович Кличко заходит к тебе в раздевалку. Он может что-то посоветовать конкретно по этому бою? Или это больше психология? Наверное, психологически тоже переживает, говорит такие слова, что вот аккуратней, очень внимательно смотри за всем, что происходит в ринге. Там, и все такое, то есть такое наставление человека, который, наверное, переживает или вот как-то так. Гловацкий чем удивил? Ты почувствовал, что ты боксируешь с чемпионом? Ну, чемпион мира, у него был пояс, он выиграл как бы Хука. Хук на тот момент был 13 или 14 раз уже защищал свой пояс. Хороший парень, хороший боксер, чемпион мира, знаешь, как такой хороший середнячок. Крепкий орешек. Да. Как ты думаешь, чем он хотел тебя удивить? Да ничем, он просто хотел меня ляпнуть и все. Он хотел закончить бой досрочно? Ну, совершенно верно. Думаю, ты много раз представлял себе до этого, как будут произносить «нью» в детских мечтах, в юношестве. То, как это произошло наяву. Ты примерно так себе это представляешь? Слушай, за день до боя мы приехали в эту арену, стоял уже ринг, я залез на этот ринг, ну то есть вообще никого нету, да. Я начал двигаться по рингу с поднятыми руками вверху и кричать «And the new world champion WBO Александр Усик». Ну просто я так дурачился и кричал. Скажи, там Василия Ломаченко и Анатолия Николаевича Ломаченко посадили, ну, ближе, чем комментаторов садят. Ты слышал их голоса? Конечно, я Анатолия Николаевича, наверное, только и слышал. И когда я сидел в углу в перемене, я смотрел на него, что он мне показывал. Он говорил, он показывал. Все, визуализация. Да. Вот. Или какой-то момент, где-то вот, допустим, остановка боя, там что-то ему говорят, то есть у меня, ну, то есть была такая реакция, я сразу поворачивался в угол, как бы, чик, оп, и сразу бой. Очень много таких кадров есть, ну, больше у чемпионов UFC, но есть и в боксе. Когда человек первый раз становится чемпионом мира, выкладывают фотку, как они спят с поясом. Угу. У тебя было это после того, как ты завоевал первый свой пояс WBO после боя с Гловацким? Нет, я после того, как я завоевал пояс, я спал со своей женой.
Она приехала меня поддержать, конечно. До этого 2 месяца я с ней не спал, потому что я был на сборах. И, естественно, мой Пояс пояс отложили. поясом, как бы, а жена. Сань, твой следующий бой. Дебют в Соединенных Штатах Америки. Ты боксируешь в карте с Бернардом Хопкинсом. После этого боя многие написали, что одна звезда погасла, загорелась новая звезда. Обзываешься? Констатирую просто заголовки американцев. А, все, ладно. Что ты можешь на это сказать? Да я не люблю, я не звезда, я об этом говорю, и мне не нравится вообще это слово звезда. Нет, подожди, есть понятие человек-звезда, а есть понятие спортсмен-звезда. Как-то мне это разное. Я еще раз повторюсь. Мне не нравится это слово, когда оно звучит в мою сторону, что вот ты звезда там или еще что-то. Как бы. Ну, не знаю. Не нравится и все. Я очень был, не знаю, счастлив, как ребенок, который, не знаю, получил игрушку, которую он там мечтал, загадывал Дедушке Морозу, что я боксирую с таким крутым дядькой, как Бернард Хопкинс, потому что я до этого смотрел очень много видео, читал о нем, и вообще образ его жизни симпатизирует как бы мне. Да, и вот я отбоксировал с ним в одной карте. Я не знаю, мне кажется, наверное, я больше рад был, что я отбоксировал с ним в карте, чем когда я просто выиграл. Это была сразу твоя первая защита титула. Американская публика отличается, ну, пока, наверное, надо говорить, от европейской публики. Конечно, потому что, как, допустим, вам известно, да, я там не иду с первого раунда сразу на амбразуру, то есть мне надо посмотреть, что делает оппонент, то есть там 2, 3, 4 раунда, вот, практически после 4-го мы как бы обычно так, огонь у нас, да, идет, газ-пол. То тут ребятки так начали фу-фу-фу по чуть-чуть. Я думаю, да не, ладно, хватит той разведки, надо, короче, что-то делать. И там видно было, что я где-то, может быть, оставался и пропускал. Где-то такие глупые, такие намеренные были. Не то, чтобы пропускать специально, но вот, как говорил Геннадий, Big Drum Show, да, вот, чтобы завести, чтобы вот публика как бы давай, круто. Там, В этом поединке ты иногда пропускал намеренно удары, да. чтобы пока, Ну вот не то, что разрекламировать. намеренно, а просто в рубку вот, ну, какую-то шел и все. Ты после этого боя Мчуну назвал крепышом. Это похвала? Да нет, ну так и есть просто. Просто это единственное слово, которое американские журналисты не смогли перевести. Они не поняли, ты похвалил соперника или посмеялся? Нет, я не посмеялся над ним. Ну, действительно, маленьким, ну, ростом парень, да, такой с коротким рычагом, то есть быстренький. Крайне неудобно было с ним боксировать. Ты говорил, что поединок с Гловацки тебе не обязательно было закончить нокаутом, потому что главная цель этого поединка стратегически, тактически, это пояс, это логично. С Мчуну в Америке принципиально было закончить нокаутом. Да, хотелось бы красиво, прям, знаешь, как ляп и все. Ну, типа вот так, красиво, но тоже так не получилось. Он чем-то удивил? Мчуну? Абсолютно ничем, причем что когда он там плыл, если такими прямыми словами говорить, то он просто сразу становился на колено просто. Это грамотно тактический ход спортсмена, которому, возможно, объяснил тренер, что если ты начинаешь там чуть-чуть где-то плыть, просто сразу опустись на колено и все, можно переждать, просто повернуть бой в свою сторону. Но у него не получилось в свою сторону повернуть. Нет. В итоге все закончилось идеально для тебя. 9-й раунд, и много раундов на тебя посмотрели, и закончил ты его нокаутом. Были мысли, ну все, теперь я буду боксировать только в Америке. Я тут остаюсь, ну, как спортсмен, не как гражданин. Ну, предположил себе, что я здесь смогу боксировать, да. Дальнейшие другие оппоненты, с которыми, возможно, получится более красочный поединок. Кого ты себе представлял тогда из соперников для боя в крузервейте в Америке? Что-то же рисовал там. Тогда не было даже разговоров о суперсерии, до нее еще было. Да, не было. Ну вот как раз там разговоры были, там и наверное, будете показывать следующего. И про Хантера разговоры были, как раз это стал следующий мой оппонент. Там какие-то разговоры были конкретно, чтобы боксировать именно с американцами в Америке. Не так много хороших и известных крузеров в Америке.
Саня, второй твой бой – это Хантер, непобедимый на тот момент. Сразу вопрос, который я себе уже сейчас начал задавать. Тогда была информация, что на этот бой тебя готовил Рас Анвер. Перед Муратом Гасиевым тоже была такая информация. Точнее, вы давали такую информацию. Кто на самом деле тебя готовил? Потому что это вечер 3 украинцев, 3 олимпийцев. Был ли это Анатолий Николаевич? Да, Антон Николаевич всегда присутствует в моих подготовках. Даже если он в Америке, а я в Украине, то есть практически всегда как бы у нас одно направление. Но действительно, в том бое главный в углу был Рас. Да, он на спаррингах, но на всех спаррингах со мной присутствовал. Понятно, что Анатолий Николаевич говорил, какие моменты мне нужно делать. Но тогда, на тот момент, да, действительно, я работал с Рас Абнером. И мы до сих пор общаемся, дружим. Он катман у меня, он руки мои защищает, и общаемся. И все остальное. Мы потом просто после этого поединка пообщались, я говорю, что не то. Вот мне что-то надо другое. То есть это было по правде, так как и в принципе совсем. Его реакция какая? Нормально. Обида? Нет, у него чистая работа. У него все абсолютно нормально. Я объяснил, что мне нужно, как, и абсолютно. Он согласился, что он этого дать не может. Да, адекватная реакция, все нормально. Он очень понимающий и такой человечный дядька. Так что очень легко с ним общаться. Хантер. Его в Америке называли следующим Эвандером Холлифилдом, хотя как раз в Европе, особенно у нас, тебя сравнивали с Холлифилдом, потому что ты бил его рекорд. В этом поединке ты бил еще и Хантера, помимо своего рекорда. Хантер, ярчайший представитель американской школы бокса. Да, так и есть. Защищается от воротами лица, такой очень пластичный, быстрые, расслабленные руки, хорошо подвижный, видит, хорошо держит, так, если по-нашему так сказать, терпит, знаешь. Не терпило, но терпит. Но это еще и боксер, который шел в атаку. Конечно. Как сдерживать прессинг его? Ты готов был к его прессингу? Просто такое впечатление, что он готовился к этому прессингу, ему не получилось. Потому что он встретил прессинг. Может быть. У меня на самом деле, вот все то, что я делал, мне просто хотелось его вот просто забить. Вот в какой-то момент, я не помню, какой-то раунд или 9-й, или в 10-м раунде мне Раз говорит, давай, можно. Я не помню какой-то раунд, но я там просто бил, там очень много бил. Понимаешь, тоже, опять же, ты на чужой территории, а, кстати, очень много украинцев было. Там прям зал вообще именно, это было в Мэриленде, но такое ощущение, будто это было где-то в Киеве, я не знаю, или в Ивано-Франковске, потому что там просто, они офигели от того, какое количество там было людей, наших соотечественников. И много ударов было, может быть, нужно было сделать не так много, но качественнее, да, но, опять же. Смотри, все говорят про твои ноги. Все, те, кто считает себя экспертами, говорят, да, это у него танцы. Кто-то сейчас увидел, что и в футбол неплохо играешь, да, это футбол. Что на самом деле? Откуда эти ноги? Ничего страшного, что мы на челноке по 2,5 часа двигались вперед-назад, движение бокса и все остальное. И продолжаем это делать. Я не знаю. Просто Всевышний мне такое вот меня сделал таким, каким я есть. Да? Маме, папе послал, я родился, они меня замутили, и вот ноги появились. Откуда я знаю, откуда ноги? Если сравнивать этот бой, такое впечатление, что в работе ног Хантер даже немножко на паузе. Знаешь? Видимо, на паузе. Замедленная. Да. Можно сравнить украинскую, не знаю, это же не школа ног украинская, да. Украинское движение по тебе, если смотреть, и по американцам. Они такое впечатление больше двигаются от туловища. У них чуть-чуть другая тоже, знаешь, как я услышал, как удобно, так и бей. Я говорю, шаг назад, шаг вперед, шаг в сторону, когда, да какая разница, бей как удобно, то есть будет нога тянуться сзади, да, просто тянется такое. Ничего страшного, главное бей, удобно тебе, я говорю, ножку надо правильно поставить. Бей как хочешь.
Верил ты, что Хантера тоже победишь досрочно? Тоже, я имею в виду, потом, как Ким Чуну. Или это разные? Нет, это у меня, разные смотри, соперники? у меня нету такого, когда я выхожу на поединок, у меня нет такого, вот я досрочно закончу. У меня есть какой-то определенный момент, когда я еще больше включаю обороты. Когда мне там, допустим, идет установка, еще, ну, то есть, как громкость, то есть, вот меня накручивают каждый раунд тренер, то есть, потихоньку, и там можно было закончить, я не знаю, там судья как бы очень сильно каким-то жестоким оказался, крайне жестоким, потому что, ну, я видел, что ему очень было больно, очень было неудобно, но он мужик, он мужчина, он... То, что ты говорил, он в конце чисто терпел. Конечно, он не сдался, он вот всячески и хватался, и на канатике и облокачивался, то есть вот он просто всячески спасался. Смотри, вот я тут его по животику ударил, он так посмотрел на судью и просто остановился какое-то время. По-моему, судья кайфовал просто, что у него лучшие места на этом бой, нет? Да судьи вообще все кайфуют от того, что у них лучшие места. Я всегда говорил, что вот самое крутое место это у рефери. Понятно, что между собой два парня дерутся, это, конечно, и у них, знаешь, первое место и гран-при, но вот этот дядька в синей футболке, это вообще бесплатно. Ну как, еще доплатят, Конечно, ему платят, что он там находится. Я не знаю, вот я на самом деле очень бы мне хотелось стать в дальнейшем рефери. Не тренером, а рефери. Тренером тоже можно, наверное. Но вот рефери, чтобы посмотреть этот поединок изнутри. Вот там, внутри этого квадрата прекрасного. Артемий. Единственный раз, когда арбитр, хоть и был в первом ряду, но ничего не видел, это было Ломаченко Сабиля. Это установка арбитру, чтобы он вот так было, да. Это не была ошибка рефери. Он знал, что надо ошибиться в том бою. Он знал, что ему нужно делать, и все. Так же, как и боксер перед каждым своим поединком. Конечно. Саш, суперсерия. Ты последний из чемпионов, который подписал контракт. Первое, конечно, что писали, Усик торгуется. Да я вообще не верил в это все. Я не торговался, я просто не верил во все это, что такое вообще может произойти. Но это ж халява. В каком плане? Ну вот собрать вот это все, ну, все 4 пояса, чтобы ребята боксировали. Ну ты представляешь, насколько это круто вообще в каждом весе такое сделать? Ну тут же был нюанс, что у вас ни у кого не было контрактов с телевидением. Это да. Вот и получилось собрать всех. То есть ты ждал, когда подпишут 3 остальных чемпиона. Да. Вот это вот выражение в твою сторону короткое. Единственное, может, это слово, которое Хук и знает, сука. Там он еще много говорил. А, он еще слова знает? Son of a bitch. Там сукин сын ты, там еще что-то, короче. Ну там. Скажи, ты понял, что он уже плывет? Конечно. Вот он только когда меня толкнул, и вот это там что-то там он там сквернословил. Я же выходил, там не видно было. Я вот это поулыбался, поздерживал себя, а потом, когда уходил, я говорю: «Hey, Марко». Он так раз на меня поворачивается. Я говорю: «Tomorrow». И пошел. Ну, он там что-то кричал мне вслед, но я уже ушел. А еще там момент должен был, что мы где-то должны были пройтись по стадиону, типа еще один face-to-face, еще что. Я говорю: я завтра с ним пройдусь по стадиону. Ты отказался? И завтра будет face-to-face. Конечно, нафиг он мне нужен, неадекват этот, чтобы я его там шарахнул. А мне же надо было бокс. Скажи, почему вот есть такие боксеры, которые обзываются, лезут толкаться, драться, а есть такие, как Кличко, Усик, Ломаченко, Гвоздик, украинцы наши. Почему наши никогда даже не отвечают оскорблением на оскорбление? С боксом все в порядке. И с головой. Уверены в своих силах, а вот это показывает неуверенность. Конечно. Ну а как же продать билеты, поднять интерес? Ты думаешь, он хотел продать билеты и поднять интерес? Возможно. У него гарантированная сумма была. Так же, как и у меня. То есть это только то, что он перегорел. Да. В бою чем удивил? Имя большое, Марко Хук. Конечно, ничего себе, конечно. Опять же, я не знаю, чем может удивить, потому что я видел его кучу боев. Грязью своей, толканием, держанием. Я думаю, что я больше его удивил, когда он начал, то есть какие-то наносить грязные удары, когда я его начал перекрывать по-борцовски. Вот я так увидел легенькое удивление, то, что он думает, что происходит. Вроде ж со всеми канала.
Скажи, ты ожидал грязь от него? Не только на пресс-конференции в бою. Ты готов был грязью отвечать грязью на грязь? Нет, Локотком где-то ниже пояса. Нет, грязью я не готов был отвечать. Я должен отвечать правильно. Все, как должно быть по правилам бокса. Неужели в бою не хочется ответить на грязный удар вот отмашкой? Отмахнуться, ударить так же, проучить. Хочется, но опять же ты на его уровень уйдешь. То есть хочется сделать так же, чтобы ему, знаешь, вот ты делаешь так же, смотри, как делается, но ты на его уровень падаешь. Он вывел Человек, тебя? который берет в руки грязь и бросает в тебя, возможно, эта грязь до тебя и не долетит. А на руках останется, насколько я Да. знаю. Нифига он меня не вывел, я максимально собранный был. Очень сильно разозлил рефери, который просто взял и остановил поединок. Но из-за твоей доминации. Надо было его Просто ты говоришь с Хантером, что не остановил. Да. Тут говоришь, что надо было останавливать. Нет, я говорю, что он слишком рано остановил. Что слишком рано. Да, рефери как бы слишком, пожалел Марка. Вот тут, в этом бою, можно сказать, что ты не настраивался на нокаут, ты хотел его мучить, Просто 12 мучить, раундов. бить, вот так вот бить, животик его бить, вот так вот кошмарить его, вот этими паучками такими закидывать его по животику. Он по животику много раз пропустил. Даже так, когда, знаешь, бьешь по животу. Ты ожидал, что в один момент немецкая публика начнет болеть за тебя, еще с пресс-конференции? Я, знаешь, Там когда он ожидал? вообще Мы когда в Берлине где-то дня 3, наверное, до боя было, и мы гуляли. И ехал какой-то дяденька на велосипеде. И остановился, и начал, увидел, да, у нас на спортивных костюмах там Тим Усик, все, он остановился, и так он начал эмоционально что-то рассказывать и говорить, что вот давай мы за тебя, там, побей его. Что мне почему-то аж так я удивился, думаю, почему немецкий дядюшка, который катается на велосипеде, не болеет за Марка Хука, немца, а болеет за Александра Усика, украинца. Просто у него есть ко мне симпатия, и все. Вот, наверное, поэтому. Ты его сам выбрал на жеребьевке, ты его выбрал из-за имени? Да. Просто хотел победить имя в боксе. Я хотел с ним побоксировать, Между да. кем и кем ты выбирал, в голове. Ты знал, что у тебя будет право выбора? Да. Вот, Хук или Кудряшов. не Дортикус? Или ты его не мог кончить? Там у кого-то с кем-то договоренность была по поясам. У Мурата Гасева договоренность была с кем-то о поединке. И так мы посмотрели, Бредис боксировал уже с Хуком. Какой смысл, да? И вот, я не помню, меня кто-то спросил, или менеджер Бредиса, или кто-то, как ты думаешь, у тебя есть предпочтение? Я говорю, или Хук, или Дмитрий Кудряшов. Он говорит, а больше кому-то? Я говорю, больше к Хуку. Рига, Марис Бриедис. Ожидаемый финал суперсерии Усик Бриедис. Вы сошлись в полуфинале, ты опять боксировал на выезде. Сравнить Берлин и Ригу. Там, по-моему, каждый был против тебя, кроме твоей команды. В Риге? Да. Да не, думаю, что были какие-то за меня, но очень мало. Но Марис там действительно любимчик. Конечно. Ты готовился к этому поединку, ты сам вспоминал, тебя постоянно про это спрашивают, ты говорил, вот не было тактики, была тактика выиграть или подраться. Но это не почерк Александра Усика. Нет. Проблемы Если были. это не почерк Александра Усика, почему ты все-таки пошел на тот бой вот именно такой картинкой? Да потому что надо было боксировать, у нас никакого варианта не было, то есть мы готовились, но надо было боксировать, потому что подготовка достаточно смазанная была, было там пару болезней, какие-то были там внутрилагерные проблемы, да, и это все друг на друга как бы накладывалось, и вот получился вот такой вот Александр Усик. Но я тебе хочу сказать, что на небесах не все просто так, и по вот этому бою просто сделали вывод, какой Александр Усик будет в финале. И все. Марис Бриедис самый маневренный соперник на профиринге, с которым ты встречался? Нет, конечно. Кто маневреннее его на тот момент? Ты когда-то вспоминал вообще из соперников, почему-то вспоминал пару раз Андрея Князева.
Но, по-моему, сравнивать нельзя. Не, ну конечно нельзя, но с Князевым, если посмотреть поединок, я просто сумасшедшее количество ударов нанес. И у Андрея Князева был больше прессинг. Вот прям Больше, прессинг, чем у прессинг, Бриедиса. конечно, больше прессинг. Несмотря на 8 раундов, которые Андрей Князев, которые мы с ним отбоксировали, он гораздо больше прессинговал. То есть тут оно менялось. То я работаю вторым номером, то первым, а там практически я все время работал вторым номером до исключения 8-го раунда, когда я уже там пошел как бы на добивание. Прошло уже время после этого полуфинала, после поединка с Бриедисом. Как надо боксировать против Бриедиса? Да надо чаще дергать и просто протягивать его, он будет зависать на ногах. Интересная подробность этого боя, мы все, наверное, твои болельщики на память помнят. Это твоя прическа. Да, Достаточно длинный волос. да. И эксперты, которые разбирали этот бой, сказали, что на самом деле ты не так уж и много ударов пропустил, что много он бил в блок, твои Конечно, перчатки, волосы но это дергались. визуально, да, выглядело, что он попадает. Да. Это тоже такая вот интересная ошибка. Ошибка прически. Кстати, причем, что знаешь, какой момент? Я помню, по любителям мы боксировали где-то в Казахстане, и там кто-то из наших ребят тоже вот с такой прической был, и вот он там принимает где-то на блок, там, или даже вот в руку, но у него отталкивается, и дергается прическа, и там вау, кричат. А тот выигрывает, и ему руку поднимают, как бы нашему, да, а весь зал типа, фу, что происходит? А судья-то как бы видит достигший цели удара, он же не как волосы дергаются. Да, после того я приехал и подстригся на вас. Последний вопрос. Под нуль лег. Последний вопрос по этому бою. Перед поднятием руки были сомнения, что поднимут руку соперника? Прокручивал ли ты, что Мы потом равный бой, что ты на выезде? на что он выезде, дома? да. Где-то очень далеко, как бы, это все равно как бы бокс, и мы знаем, что он не без коррупции, да? Чистый ж бокс, да, у нас же нет, он же не коррумпированный, конечно, да. Как и футбол, Конечно, и все остальные виды спорта. Конечно, где-то далеко было, но мы еще, знаешь, что после поединка сидели в комнате, знаешь, вот у некоторых людей такая какая-то вот была тяжесть, вот они сидят, вроде выиграл, да, но все равно тяжесть. И мы сидели с Васей, разговаривали, он говорит, слушай, говорит, если бы, допустим, подняли руку Бриедису, то, может быть, я бы даже и не удивился. Но когда он пересмотрел поединок, он говорит, какой, когда вот начали говорить там что-то, он говорит, посмотрите ж бой. Когда ты уже садишься и смотришь его по телевизору, то совсем по-другому кажется. Ночь после боя, вспомнил Васины слова, как вы сидели в гостинице. Я не говорю, что ты это с кем-то обсуждал, внутри себя ты проговаривал, что, Сань, команду будем менять, сам собой. На тот момент еще ничего не думал себе, просто вот... Я, кстати, не спал всю ночь, реально, вот после этого поединка. Я даже ни на капельку вообще не мог заснуть. Я смотрел этот поединок, раза 3 я, наверное, посмотрел. Просто посмотрел, назад вернул, посмотрел, назад вернул, посмотрел, назад вернул. То есть вот все просматривал. Супруга спала уже, а я собрался и пошел, там рядом с гостиницей была церковь. Я не помню, часов в 5 я собрался и пошел. Ходил, она была еще закрыта. Потом там тетушка, видать, знаешь, перед началом службы, в 6 часов начиналась служба, в 6 утра. И я вот зашел, и я пробыл там до 8 или до 9 утра. Как раз воскресная служба. Да, воскресенье, да. Я пришел на службу, православный храм это был. Я там часа 3 пробыл. Вот я просто сел там в уголочке. Я сначала стал очень, знаешь, как было, очень, свечки горели, и вообще света не было. То есть вот читается молитва, да, там причащались люди. А я просто в какой-то момент пошел там в уголочке, стал и вот просто находился вот в этом месте, молился и говорил: Боженьке, спасибо, чтобы он меня вразумил, дал мне правильные мысли, дал сил на правильные действия, вот на все, знаешь, как бы общался с ним, говорил, что меня расстраивает, что не расстраивает, что бодрит. Хотя ему не надо рассказывать, он и так это все знает. Но тем не менее я как бы делюсь с ним этим часто. Я уже тогда почувствовал, что у меня что-то с рукой. Но думаю, крепатура после боя, знаешь, как всегда, авось пройдет. То есть такая вот наша ментальность, авось пройдет, не пойти сразу к доктору и сказать, что вот болит, давайте посмотрим, что произошло, авось.
Я поехал после этого в Мексику, там отдыхать, отпуск, да, рука продолжала болеть. Потом после Мексики я поехал в Барселону готовиться. И после какой-то недели подготовки в Барселоне, когда я сделал МРТ руки, и мне сказали, что у меня там осколки в руке, там, и оно заблокировано, и то, что нужно хирургическое вмешательство. Вот как раз после этого у меня в голове, то есть, появилось то, что действительно должны быть какие-то перемены, и эти перемены должен сделать я сам. Не кто-то мне должен подсказать или посоветовать, а я должен сам сделать эти перемены, и они произошли. Перед тем, как перейдем к бою с Муратом Гасиевым, тяжело сказать человеку, что извини, мы больше не работаем вместе? Да, я сам по себе человек такой, знаешь, вот даже если мне что-то не нравится в человеке, мне не хочется его огорчать, вот я думаю, что... я понимаю, Сань, ты не ссорился с Сергеем Атаманюком? Нет. Ссоры не было? Нет. Не было, просто мы сели, пообщались с ним о том, что вот, дальше я пойду в другом направлении, вот так вот. Но это сложно говорить человеку, что? Ну, да, я сам по себе такой добрый человек, наверное, что, знаешь, вот я себя сейчас учу говорить людям «нет» в каких-то определенных ситуациях. Вот просто сказать «нет», потому что Иисус нам не дает рыбу. Он дает нам удочку для того, чтобы мы поймали эту рыбу. А мы зачастую ждем от людей помощи не в том, что они нам скажут, как правильно сделать, а чтобы они за тебя сделали и сказали, вот, знаешь, как переживали, дали, а еще и глотнуть, знаешь, как пирожное, мороженое, и они за него хавают. Он говорит, а вы что, за меня есть будете? Ага, нет, так не пойдет. Вот это чисто наша тема. Скажи, потом произошел, как ты сам его назвал, день «да» от Анатолия Николаевича. Ты начал готовиться, я видел эту подготовку, не сильно, не так к бою, как мои впечатления, как космос. Ну да, я думал, что или где-то, может, ты там оттуда взлетать потом куда-то будешь. Я завтра еду в гости к своему другу, мы его все знаем, это Александр Сергеевич Гвоздик. Я хочу съездить к нему в Харьков со своей супругой, просто когда есть возможность побыть с семьей, то есть я вот хочу попутешествовать. Я хочу завтра съездить к нему в гости. Он сейчас в Харькове находится. Так вот, он как бы один из тех людей, который был на этой, не знаю, как это можно назвать, космической базе, на космической станции, для того, чтобы я улетел. То есть он был одним из представителей, которые помогали мне для полета в космос. Вот меня удивило, ты сам вспомнил про Гвоздика, он приехал на спарринги к тебе, он должен был помогать на спаррингах, но он каждый день приходил вот на кроссфит. Да, страдал. Не каждый день, он потом морозился пару раз. Пару раз приходил, смотрел разминку и уходил. Но то, что он плечом к плечу шел с тобой на кроссфите, это очень важно. Конечно, это очень важно. Ты знаешь, как это такое вот внутреннее соперничество, когда вот кто быстрее отожмется. И мы друг на друга смотрели и как бы друг делали больше, чем давал Валик на самом деле. Друг друга подгоняли. На одно, на два повторения. Но у меня это всегда так. И мы как бы с Валиком общались на эту тему, и он говорит, вот это мне нравится. Когда, знаешь, вот он считает, допустим, Валик там, допустим, 5, 4, 3, 2, 1, а я уже наверху на тумбе. Там, ты делаешь еще раз прыгнул. Я еще делаю, да, то есть он в конце говорит, вот это говорит и приводит людей к чемпионству. То есть вот эти, знаешь, когда один все, ты типа не доделал, сбросил. Нет, я доделаю, а потом сброшу. Это твоя подготовка, космос, да? Это и готовило к тебя на все 12 раундов против Мурата Гасиева? На 112. На 112 да. раундов. Ты понимал, что надо, если не будет нокаута, ты сам сказал, нельзя настраиваться на нокаут, нельзя его ждать, потому что в итоге его не будет. Ты понимал, что тебе надо полная доминация, все 12 раундов, для того, чтобы в Москве тебе отдали, мало того, что 2 титула, еще и Кубок Мухаммеда Али. Да. Абсолютно правильно ты говоришь, Владимир. Я прям думаю, что не то, что мне надо было доминировать, прям вот просто я думал, что без остановки надо бить. Вот если мне там 1-2 он отвечает, то мне надо ему минимум 7. Если он мне 3 отвечает, мне надо ему там 9 закинуть. То есть, у меня только такие мысли были. И еще, чтобы он
даже в руки не попадал. То есть задача не то, что по тебе, а даже в область тела, там, в локоть куда-то. Ну, так Ну, и с всегда... прической ты тоже решил, я смотрю, перед боем, да? Я же давно с прической решил, как бы. Это я могу в межсезонье там отрастить все волосы, поделать прическу пару раз, побыть красивым и опять лысым стать. То есть у меня есть специальная машинка, зеркало там, где я себя сам и все. В Да. той подготовке ты очень много времени провел на воде или в воде. Это как раз и было дыхание, твои 12 раундов. А мы много проводим и, ну, и сейчас, и вообще, в принципе, мы в подготовках часто плаваем, много плаваем, делаем задержки дыхания, есть определенные, как их назвать, я не знаю, устройства, которые помогают развивать легкие. Опасность от Мурата Гасиева – это его удар? Главная опасность. Головна небезпека. Головна небезпека Мурата Гасиева. На что-то же вы обращали внимание? Ну да, то, что вот жесткий акцентированный удар, одиночный. И один раз он тебе прилетел? В четвертом раунде. Шарики, как Антон Николаевич выпустил шарики из рук, да, когда жонглируешь. Я говорю, ага, он говорит, больше не делай этого. Я говорю, хорошо. Почувствовал этот нокаутирующий удар? Нет, То, у меня что просто говорили был про Гасиева. вкл-выкл, я не знаю, как, ну как почувствовал, вкл-выкл, знаешь, легкий, ну там же видно было. Но у меня такая дурная какая-то внутренняя, такая вот, сам себе, типа, о, держу. Ну зачем это, ну не знаю, ну у меня не было прям, ай, я плыву и все, что я как бы в полном адеквате. Да, там где-то, видел я, он там кинулся на меня, я нырнул и подержал его. Ну то есть тут не надо стесняться, если ты даже плывешь, там где-то задержать, закрутить, чтобы судья остановил. Пускай он даже скажет, что ты там держишь, еще что-то, но чем больше времени на восстановление, тем лучше. Сразу после боя Мурат Гасиев сказал, что он был травмирован, у него была большая проблема с плечом. В бою это чувствовалось? Что он был какой-то, я имею в виду, не травмирован, ограничен в своих действиях? Нет, ну в ударах он ни капельки не был ограничен. И ниже пояса бил, и просто бил, но я не знаю, в чем ограничения его были. В том, что он просто не мог построиться, он об этом говорил, и в том, что он проваливался. И, ну, просто я на тот момент был чуть-чуть, наверное, подготовленней. Он не был готов к такому темпу. Может быть. Что означает для тебя выиграть такой поединок на выезде? Понятно, что в России, в Москве. И что важнее было на тот момент, все знают, что ты родился в один день с Мухаммедом Али, 4 пояса или первый трофей Мухаммеда Али? Вот для меня это было важным, очень важным, поехать на территорию своего оппонента, так как я делал и до этого. И не важно, что это Москва, или это Рига, или это Берлин, Гданск, я не знаю, еще какие-то города. Для меня главное было, что я поеду на территорию своего оппонента и с Божьей помощью привезу домой все то, о чем я, не знаю, мечтал, мне снилось, писал в стихах своих, записывал в свои блокноты там домашние, которые у меня есть, и рисовал кубок, там еще что-то. Вот это моя была главная цель — победить и привезти домой эти трофеи, кубки, пояса. Прошло уже достаточно времени с того поединка, но сейчас почему-то начала всплывать информация, я не знаю откуда, что Анатолий Николаевич Ломаченко отказался от гонорара за этот бой. Да. Правда? Да. Он вообще не... Он такой человек, его деньги абсолютно не интересуют. Как он мне сказал буквально пару дней назад, я с ним общался, он говорит, для счастья это немного и надо. Почему тогда скрывалось то, что Анатолий Николаевич главный тренер? Ну тогда вообще многое, что... Ну, это была одна из стратегий. Не то, что стратегия, а просто желание Анатолия Николаевича и вообще всех нас, кто был тогда в лагере. Ну, зачем об этом разговаривать, зачем об этом кричать или говорить? Но это же тоже классно, да, когда неизвестно. Я, кстати, тогда очень нервничал, что если, не дай бог, выйдет эта информация, подумают на меня. Потому что я-то с первого дня знал, что Анатолий Николаевич, я очень за это переживал. Ну, видишь, это очень хорошо, потому что я
я, насколько помню, я тогда вообще никакие, ни в Ни одного интернет, у интернета, меня ничего ни не было. интернет, ни инстаграма, у меня ничего тогда, вот я просто, знаешь, так, залез в лес, так, знаешь, я зашел, деревья жук, соединились, и все, ты так вроде смотришь, там же нет прохода, как туда можно пройти, да, и там ничего не видно. И вот у нас действительно было такое, я помню, меня еще пригласили друзья на Лигу чемпионов, крутые места, все дела, я спускаюсь вниз, как бы в комнате сидят, и я говорю: Анатолий Николаевич, можно на футбик схожу? Я помню. Да, он говорит: нужен он тебе футбик, вон по телеку. Да, и мы по телеку смотрели футбол, Лигу чемпионов. Крайний бой твой, пока что крайний, это Британия. У меня такое впечатление, значит, ты кайфуешь, когда болеют против тебя. Ты знаешь, мне нравится, когда болеют и против меня, и за меня. Больше всего ты вспоминаешь в этом поединке, что люди, ну, это некрасиво говорить, да, переобулись, но буквально за 2 раунда те, которые кричали «Тони, Тони», начали кричать Ты «Саша, понимаешь, Саша». тут какая тема? Вот у британцев они болеют за бокс. Они не болеют за кого-то определенного. Понятно, что они болеют сначала за британца, а потом же они смотрят, ну, что как бы полагается. Они и за него болели, и за меня. То есть тут такая тема получилась, что не то, что они против меня были или против Тони, они просто вот болели за то, что мы делаем, за красивый бокс, за настоящий бокс, ну, двух пацанов. По ходу чувствовалось, что Тони думает заканчивать карьеру? Ведь он огрызался очень прилично. Огрызался очень прилично, конечно, но видно на самом деле было, что ему крайне сложно было вообще войти в эту весовую категорию, в cruiserweight. Ну и то, что да, действительно это будет, наверное, его последним поединком, так можно сказать, последним поединком. Он как бы, ну, чуть-чуть сорвал чек и ушел. Да, мы потом сидели в раздевалке, не в раздевалке, сидели уже на допинге, когда допинг-контроль был. И Эгис Климас разговаривал с ним и говорил, что, ну, как ты, что ты? И он говорит, ну, очень много ребят говорит, что, типа, этот парень безударный. И он просквернословил и сказал, что, говорит, они глупцы. Пускай они с ним побоксируют. Сань, первые твои 4-5 раундов, да, чуть ли Да. не назвали провальными. Ага. Ты очень много пропускал. Ой, рассказывает очень много. Ты- Пару раз там пустил вот такого, и то вдогонку уже. Давай дальше. Ну, первые 4-5 раундов были провальными. Да. Он неудобный соперник? Ну, осторожный был крайне, да. И, ну, еще у нас вообще на самом деле задача отбоксировать у меня, внутри меня, не было у меня желания боксировать все 12 раундов. Я в какой-то момент понимал, что он после половины раунда подсядет, конкретно подсядет. Ты отдал инициативу. Сгонка веса и все остальное. То есть, ну, так вот, давайте прямо, да, смотреть по правде, что он подсядет. И, естественно, там просто бы надо было включиться, просто очень сильно или много бить в живот, в голову, оттягивать, еще раз бить и просто забить. Но получилось еще красочнее. Скажи, по количеству ударов, надо ли было столько же количества ударов, сколько в бою с Муратом Гассиевым? Не надо было столько ударов. Чуть-чуть меньше, наверное, надо было. Но чуть-чуть, я, знаешь, здесь еще... Ты принимал удары на себя? Ну, да, было чуть-чуть. Он очень неудобный и очень видит вот все, ну, как бы в ринге, что происходит. Он, знаешь, какой момент у него? Его У него очень сложно прикольный удивить, я момент, так да. понимаю, да? И какой момент? Он может пропустить, то есть вопреки себе, что, ну, он пропустит, но чтобы ответить. Но он может ответить как бы То, что и было вот с в первых концами, 4 знаешь, раундах. ответил, ляп, и все, и человек проснулся, и что происходит. Да, то есть вот с Тони надо было так аккуратненько все делать. Получилось? Аккуратненько. Наверное. В 8-м раунде, да? В 8-м или в каком там аккуратненько все получилось. Это закончилось. Но тут вот здесь уже все начало пошло. Вот Восьмой это раунд. 8-й раунд, это минута там 10 или когда, вот видишь,
Тут я пробил двойку такую короткую, где-то попал, и там он уже просто завис, и я просто уже бил вот в стоячую мишень. Скажи, вот такую двойку, да, как ты закончил в 8-м раунде, там, за минуту до конца, можно было бы Тони пробить его во 2-м раунде и закончить его во 2-м раунде или нет? Или это работа нет, 8 раундов? Да, это ты вот тянешь его, там какие-то растягиваешь, чтобы он потерялся просто, вот чуть-чуть потерялся. Вот оп, он завис, бах. То есть, если бы такая двойку, точно такую, ты попал бы во 2-м раунде, 1-м, 3-м, он бы не лег? Не, если бы я такую двойку попал, то лег бы. Все равно бы лег? Конечно. Смотри, бам, ляп. Не, он типа посмотрел бы на меня и сказал, Не, или ты имеешь в виду, что в 1-й, 2-й раунд он бы защищался по-другому, да? Он Да, бы ушел бы от да. этого удара. ну, если просто попасть, конечно, если бы задача была, то можно было бы постараться попробовать исполнить эту задачу. Но задачи такой не было, чтобы выполнить во 2-м раунде. Некоторые, вот знаешь, говорят, задача, что вы вот это, у вас все вот как получается, так получается. Да не глупите, ребята, если мы по 8 часов нарабатываем одно и то же, то случайности не случайны. Дорогие друзья, здравствуйте, это YouTube канал Усик17. Все, кто с нами, всем спасибо. Подписывайтесь, у нас очень много информации будет лично на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить, просто прикольно. Вся та информация, которая находится у нас на канале, она вся правдивая, потому что мы ее выпускаем. Остальные ресурсы могут у нас ее брать, перекручивать и что-то делать неправду. Только наш канал Усик17 показывает всю правду о жизни боксера. Какого боксера? Меня. Всем добра, спасибо, что вы с нами. Я очень счастлив и рад, что вы наблюдаете за нами и отвечаете нам.